Наступление РФ под Курском. Силовики Лукашенко готовятся к уничтожению неназванного противника, а в РФ и Украине продолжают говорить об условиях завершения войны. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Киев и Москва подтверждают интенсификацию боев в Курской области. К какой дате РФ собирается вернуть контроль над населенными пунктами и получится ли? Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Россия перемещает военные объекты дальше от линии фронта, пока Запад медлит с разрешением наносить удары по таким объектам дальнобойным оружием. Что же будет, когда США и Лондон окончательно снимут табу? Просто россияне поняли, что война – это действительно война, а не специальная военная операция. Шахеды в Беларуси. Мониторинговые каналы подсчитали, сколько раз РФ атаковала соседнюю республику ударными дронами. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Украина и Россия практически одновременно на официальном уровне признали то, что армия РФ начала контрнаступление в Курской области. Сначала об этом заявил Лавров, в очередной раз перекрутив факты и назвав российскую так называемую СВО, которую начал Путин в феврале 2022 года, войной, которую начал Запад против РФ. И мы хотели бы дополнительно вам сегодня представить информацию о том, как разворачивается война, развязанная Западом против Российской Федерации, украинским режимом, вернее, руками и телами украинского режима, но война, которая была бы невозможна без поставок в огромном количестве западных вооружений, боеприпасов, военной техники. Все это мы можем наблюдать в том числе и в рамках вторжение украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может. В Киеве также не отрицают того, что ВС РФ начали свое движение в Курской области. Зеленский прокомментировал это событие довольно лаконично. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. О каком плане и стратегии идет речь, Зеленский не уточнил. Тем временем российские Z-военкоры заявляют, что РФ смогла вернуть порядка 10 населенных пунктов Курской области под свой контроль. Мониторинговые каналы пока не подтверждали этой информации. Однако аналитики Американского института изучения войны писали, что продвижение РФ действительно происходит. Ситуация в регионе нестабильна, поэтому масштаб и потенциальные перспективы атак пока непонятны. Тем временем издание Forbes пишет, что россияне, вероятно, получили приказ выбить ВСУ с территории России до 1 октября. Кроме того, еще одной датой, к которой РФ может планировать выход на границы, называется и 7 октября. Это день рождения Путина. А что вы думаете о контрнаступе россиян? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Тем временем в Беларуси учли плачевный опыт российских войск в Курской области и решили провести спецучения, чтобы, далее цитата, «не допустить прорыва боевиков в населенные пункты». Силовики даже сняли видео и показали, как собираются бороться с теми, кто якобы собирается нападать на Беларусь. Однако противник официально назван не был. Мы постоянно изучаем опыт других стран, опыт наших коллег. Здесь мы учитывали, конечно, ситуацию, которая произошла в Курской области. И с учетом этого мы отрабатывали и готовили личный состав, технику. Присутствуют 2 губернатора Брестской и Гомельской области, а также присутствуют председатели исполкомов приграничных районов. Кубраков также угрожает, что уничтожат всех, кто попытается попасть на территорию республики. Тем временем в Киеве и в Литве заявляют о напряженной ситуации у границ с Белоруссией, где до сих пор наблюдают скопление военной техники. Знаем, что растет напряжение и у западной границы Белоруссии. Литва имеет достаточно большую границу с Белоруссией, поэтому мы за всем наблюдаем.
Также они организованно высылают нелегальных мигрантов на нашу территорию, пытаясь дестабилизировать ситуацию. Мы успешно противодействуем этому. Но это не говорит о том, что Беларусь откажется от этого. Отмечу, что такие операции переместились к границе с Польшей, и ни Польша, ни ЕС не должны это терпеть. Поэтому мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник риска для всех нас. Украина вряд ли получит разрешение бить западным дальнобойным оружием по территории РФ до 22 сентября, то есть до начала следующего заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет Bloomberg. Тем временем Зеленский накануне заявил, что промедление Запада в принятии такого решения, то есть снятие всех табу, фактически помогает России, так как армия РФ занимается перемещением потенциальных целей для ВСУ вглубь своей территории. Будет ли публичное заявление со стороны партнеров Украины о разрешении бить по военным объектам РФ, и если все же решение будет позитивным, а удар существенным, то как это отразится на Путине и ответе Кремля? Эти вопросы мы обсудили с политическим аналитиком Ольгой Курносовой. Если такое решение и было принято, то оно не будет опубличено до момента этих самых ударов. Понятно, что без такого согласования Украина нанести такие удары не сможет. Ну и, соответственно, когда они будут нанесены, мы точно поймем, что такое согласование было получено. Что касается того, чем Россия будет отвечать, нам же все время задают этот вопрос. А вдруг Россия применит ядерное оружие? Если бы могла применить, давно бы уже применила. Если это, например, удары по военным аэродромам, с уничтожением этих самых военных аэродромов, конечно, это сильный удар по имиджу. И, соответственно, если не смогут сбивать российские ПВО, эти самые дальнобойные ракеты, это тоже ударит по имиджу Путина. Как, собственно, операция в Курской области тоже очень сильно ударила по имиджу Путина. Просто россияне поняли, что война – это действительно война, а не специальная военная операция. Она может прийти в дом к каждому. Тем временем Путин пугает, что если ВСУ начнут наносить удары дальнобойным оружием по РФ, это будет означать войну НАТО и России. Хотя в Кремле последние 2,5 года и говорили, что воюют с НАТО. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Уже в октябре может состояться встреча Зеленского с Си Цзиньпином. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на экс-заместителя главы МИД Украины Александра Чалова. О таких планах он рассказал на открытии Пекинского оборонного форума. Чалый также уверяет, что дипломатическая линия с Пекином улучшилась, и теперь такая встреча между лидерами Украины и КНР возможна. Тем временем сам Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая по завершению войны в Украине. Произошло это накануне. Он назвал его деструктивным и считает лишь политическим заявлением. Напомню, ранее министр иностранных дел Китая Ван И говорил, что и Украина, и Россия, далее цитата, подтвердили большую часть содержания принципов мирного плана глобального юга, который в конце мая представили Китай и Бразилия в совместном заявлении. В этом плане, я напомню, нет и слова о выводе российских войск с территории Украины. Китай и Бразилия лишь требовали от всех сторон придерживаться таких пунктов деэскалации, как не расширять поле боя, не усиливать боевые действия и избегать провокаций. Кроме того, не использовать оружие массового поражения и предотвратить ядерный конфликт. Тем временем в РФ вновь говорят об Украине и возможных переговорах. В Санкт-Петербург, как ранее анонсировалось, приехал советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Давал для встречи с Путиным. Давал заявил, что его миссия – рассказать Путину о деталях встречи и переговорах Нарендра Моди с Зеленским. Сам же военный преступник заявил, что вновь готов встречаться с премьер-министром Индии. Мы ждем господина Моди в Казани. Я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани
провести встречу для того, чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Москву, ну и наметить перспективы на ближайшее будущее. Почему в информационном пространстве РФ все чаще говорят о переговорах то с Украиной, то с лидерами стран, которые могут выступить посредниками между Киевом и Москвой? И действительно ли России нужны переговоры? А главное, для чего? Эти вопросы мы также обсудили с политическим аналитиком. Даже вот эти совершенно космические выплаты не дают возможности привлекать столько людей на смерть, сколько нужно Путину сегодня. Уже там что только не делают. И тем, кто получил гражданство, пытаются запихнуть на войну. И тех, кто не получил гражданство, тоже пытаются туда же запихнуть, обещая гражданство и большие деньги. А людей все не хватает и не хватает. Поэтому, конечно, переговоры Кремлю нужны. Это не может продолжаться бесконечно, потому что даже такие большие людские ресурсы, которые есть сегодня в России, заканчиваются. Вы мне можете сказать, ну как же, мобилизацию же никто не отменял, можно дальше продолжать мобилизовывать? Можно, но это может привести к каким-то, ну я не скажу уж там революции, но к каким-то достаточно серьезным волнениям внутри страны, потому что когда все увидели, что в Курской области под замес попали срочники, это вызвало большую негативную реакцию. Поэтому Кремль такой находится в растяжке, и ему абсолютно точно нужна передышка для того, чтобы здесь и сейчас стрелять перестали, и не надо было бы новых людей отправлять на смерть. В Беларусь залетело 12 российских дронов «Шахед» лишь за август. Такую статистику приводят белорусские мониторинговые каналы. По их данным, нарушение воздушного пространства республики российскими ударными БПЛА особо было активным 21, 26, 27, 29 и 31 августа. И, например, в ночь на 29 августа один из дронов был сбит истребителем воздушных сил Беларуси, сообщают мониторинговые каналы. Это произошло в Ельском районе Гомельской области Беларуси, которая, напомню, граничит с территорией Украины. Судьба остальных 11 дронов неизвестна. Друзья, спасибо вам за поддержку. Вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы же с командой продолжаем следить за самой важной и актуальной информацией. Ее вы можете найти всегда в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.